Привет, друзья! Часто ли вы попадали в кабинеты к оперативникам или к следакам, например? Я думаю, что любой человек, когда попадает туда, теряется и ведет себя иррационально, поскольку для него это колоссальный стресс. А если сотрудники еще и оказывают давление, то психологическое состояние в таком случае может стать вашим собственным врагом. Уже после увольнения из органов я и сам неоднократно был в такой ситуации, и это было не очень приятно, скажу я вам честно, даже для меня. Как себя вести, если вы, будучи невиновным, попали в кабинет к оперативникам силовых структур путинской России? И неважно по какому поводу. Какие ошибки не стоит совершать, что можно делать, а чего лучше не стоит. Об этом я и поговорю сегодня. Данные советы, конечно, больше касаются людей, задержанных в связи с их политической позицией, но думаю, что в этом видеоролике каждый, кого необоснованно задерживает, найдет для себя что-то полезное. Как всегда, досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и подпишитесь на этот канал, если вы еще не сделали этого. Итак, поехали. Скажу сразу, что соблюсти все эти правила, о которых я расскажу, в нынешних условиях непросто. Это всего лишь советы к действиям в более-менее стандартной ситуации. Но вы можете оказаться в руках беспредельщиков или вообще любителей пыток из путинской силовой системы. Такие там тоже есть, и соблюсти все эти правила будет достаточно сложно. Итак, вы законопослушный гражданин со своими убеждениями и со своей политической позицией. Внезапно вас задерживают опера, неважно какого ведомства, МВД, ФСБ, без разницы, и везут к себе в кабинет. Хорошо, если вас не приняли как террориста, устроив маски-шоу и заковав в наручники. Если этого все же не произошло, и к вам просто подошли на улице или пришли за вами к вам домой, то в первую очередь не нужно провоцировать конфликт и давать им повода применять к вам насилие, физическую силу для вашего задержания и вашего последующего доставления в орган. Тем более не нужно давать повода для возбуждения в отношении вас административного дела за неповиновение, так называемое, или вообще, что еще хуже, уголовного дела за нападение на так называемого представителя власти. Постарайтесь включить диктофон или видеозапись на своем телефоне, если это, конечно, возможно, если у вас его сразу не отобрали. Обычно, если задержание проводят оперативники, то телефон они стараются забрать сразу. Если все-таки телефон остался при вас, то вы можете начать видеозапись даже демонстративно. Так вы окажете некоторое психологическое давление на тех сотрудников, которые вас задерживают. Вы должны понимать, что сотрудники правоохранительных органов такие же люди, как вы. Ну, люди в том плане, что они имеют такие же психологические, физические и другие проблемы, как и все остальные люди. И эти проблемы тоже можно использовать против них. И поверьте мне, идиотов и ёбнутых там тоже хватает. Когда вы включаете диктофон или начинаете делать видеозапись, записывать происходящее, вы оказываете таким образом некоторое психологическое давление на тех сотрудников, которые пришли за вами. Как я уже сказал, они тоже живые люди, и когда они видят, что все их действия фиксируются тем или иным образом, то действовать в связи с этим они будут уже совершенно по-другому. Кроме того, это выводит сотрудников из равновесия, и они уже не являются на 100% хозяевами ситуации. Я думаю, что силовики, которые задерживают заведомо невиновного человека, а все, кого задерживают по политическим мотивам, они заведомо невиновные, я так считаю. То есть такие сотрудники подсознательно понимают, что действуют неправильно, что они не правы в данной ситуации, и поэтому они в какой-то степени боятся последствий своих неправомерных действий. Может быть, публично и открыто сотрудники это не выражают, они все это скрывают, но поверьте мне, это так. Кроме того, в основном за всеми подобными действиями по отлову граждан стоит палочная система и жесткая вертикаль власти, когда начальство просто дает указания задерживать того или иного человека. И в большинстве случаев все, что они делают,
они делают для палки, которая потом ляжет на стол их руководству, и поэтому особой радости у них такая работа тоже не вызывает. Вряд ли кто-то из оперов делает это по собственной инициативе, исходя из своих собственных убеждений. Конечно, я не исключаю, что среди сотрудников, которые пришли за вами, могут оказаться какие-то фанатичные психи, которые как маньяки любят именно такую работу: срубать палки, ловить оппозиционеров, пресекать инакомыслие и быть героями политического сыска. Такие особи сконцентрированы в основном, по моему мнению, в так называемых центрах то есть в политической полиции, куда нормальный человек, нормальный сотрудник работать не пойдет. Ну, а если туда все-таки попал нормальный сотрудник, я думаю, что он в скором времени оттуда либо сам свалит, либо его все-таки попытаются оттуда уволить. Да, ребята, в центрах нормальные люди не работают. Я немного отвлекся. Итак, поехали дальше. Дайте понять сотрудникам правоохранительных органов, что вы уверенный в себе человек, что вы не боитесь и уверены в своей правоте и своей невиновности. Перехватите психологическую инициативу в свои руки. Я понимаю, что сделать это достаточно сложно, но даже если вам страшно, старайтесь просто не показывать это правоохранителям. Наоборот, показывайте им, что вы их не боитесь, что вы будете добиваться соблюдения своих прав любыми возможными законными способами. Это, знаете, как встреча с некоторыми хищниками в дикой природе. Если хищное животное увидит вашу слабость и почует страх, то оно сразу бросится на вас. Дело в том, что многие сотрудники правоохранительных органов отсутствие профессионализма и компетентности компенсируют попытками казаться сильнее, страшнее и умнее, чем они есть на самом деле в глазах тех, с кем они работают, то есть в ваших глазах. Также было бы неплохо, кстати, дать понять сотрудникам правоохранительных органов, что вы готовы опубликовать все, что происходит с вами в данный конкретный момент времени, когда они вас задерживают. Не стесняйтесь говорить им, что вы будете жаловаться. Таким образом, вы также окажете на них определенное психологическое давление. Несмотря на ангажированность надзорных органов и их сращенность с другими силовыми структурами, особенно когда это касается политического преследования, почти все сотрудники полиции, например, пусть не показывают это, как я уже говорил, но они боятся каких-либо проверок в свой адрес со стороны прокуратуры или еще хуже Следственного комитета. И тем более серьезных проверок, например, связанных с признаками какого-нибудь должностного преступления. Это выбивает их из колеи. Благо, иногда пострадавшим от действий силовиков удается доказать неправомерные действия со стороны отдельных гестаповцев и привлечь их к ответственности. Поэтому смело говорите, что вы будете жаловаться. Прямо давайте им это понять всеми возможными способами, но не конфликтуйте. Не нужно быковать. Фиксируйте все, что происходит с вами. Фиксируйте все, что можете. Можете даже взять ручку, бумагу и записать данные сотрудников, спросив у них фамилию, должность и звание, ну и отдел, в котором они работают, сказав, что это необходимо вам для составления письменной жалобы на действия этих сотрудников. Так вы тоже окажете на них некоторое психологическое давление. Каждый нормальный оперативник, который является профессионалом в своей работе, обладает определенными психологическими навыками, умениями. Нормальными я называю тех, кто честно работает и честно раскрывает преступления, настоящие преступления, а не занимается политическими делами. К числу таких навыков и умений можно отнести умение войти в доверие, умение разговорить человека, умение поддержать разговор так, чтобы человек не понял истинную цель этого разговора. И умение, конечно, определить, правду говорит человек или врет. Это все помогает выяснить обстоятельства совершения настоящего преступления и выявить, действительно ли перед ним находится преступник, а невиновный человек. Это если мы говорим о том, для чего нужны настоящие правоохранители, то есть для раскрытия преступлений, а не для ловли оппозиционеров, активистов и так далее.
А вот проявление силы, всяческие методы запугивания со стороны правоохранителей – это проявление слабости, непрофессионализма и признак того, что доказательств против вас у них, скорее всего, нет. Далее я расскажу о том, как вести себя уже в кабинете у оперативников. Итак, вас привели в кабинет к оперативникам, посадили на стул или на скамейку. Кстати, важное правило: никогда не откровенничайте с оперативниками, неважно где, в машине, во время вашего доставления или в кабинете, ну или даже, например, в курилке. Как говорится, следите за своими словами. На самом деле, любое сказанное вами слово может быть использовано против вас в дальнейшем. И это уже не просто надоевшая фраза из кино, это реальность. Находясь в кабинете у сотрудников, помните всегда о том, что вас могут записывать на все что угодно. И на видеокамеру, и на диктофон. Сами, наверное, понимаете, что если это происходит, то где-то это потом используется. Так что все, что вы скажете, как я уже отметил, может быть использовано против вас в дальнейшем. Эти записи могут быть предоставлены, например, в суд против вас, а суды у нас в России сами знаете какие. Аудио или видеозаписи могут быть скрытыми, и вы даже не поймете, вы даже не узнаете, что вас записывали. Итак, вас посадили, слава богу, пока еще на стул или скамейку в кабинете. Сразу дайте понять сотрудникам, что вы не будете с ними сотрудничать. Настаивайте на вызове своего адвоката, ни о чем не разговаривайте с оперативниками без адвоката, которому вы доверяете. А теперь вы должны усвоить один из самых важных моментов. В Конституции Российской Федерации, да, в той самой, над которой так поиздевался Путин со своими подельниками и со своими халуями, пока еще есть статья номер 51, которая дает вам право не свидетельствовать против себя и своих близких. То есть, иными словами, вы можете просто ничего не говорить операм, отказаться отвечать на любые вопросы, и вам за это ничего не будет. Иное дело, если вы свидетель против кого-то, кто не является вашим родственником, и вас официально начинают допрашивать. Но мы сейчас говорим не об официальном допросе в статусе свидетеля, а об общении или опросе в кабинете у оперативников. Опрос и общение допросом не являются. Соответственно, здесь вы можете вообще просто молчать, даже если вам задают вопросы, которые касаются не вас и не ваших близких, поскольку запрет на отказ от дачи свидетельских показаний в данном случае не распространяется на вас, поскольку, как я уже сказал, это не является официальным допросом в статусе свидетеля. То есть это не дача показаний. Конечно, вас могут начать допрашивать уже официально в качестве свидетеля оперативники, но они должны это делать по поручению следователя и предупредить вас об этом, разъяснить вам ваши права. Ну и опять же, во время официального допроса вы также имеете право воспользоваться статьей 51 Конституции и не давать показания против себя и против своих близких. Итак, запомните, опрос у оперов в кабинете – это не допрос. Здесь вы вообще можете молчать, воспользовавшись 51 статьей, и не отвечать вообще ни на какие вопросы. Вам за это ничего не будет. Кстати, еще несколько моментов насчет вашего телефона. Во-первых, никто из сотрудников не может у вас его просто взять и отобрать без составления определенного документа. Это должен быть либо протокол изъятия, либо протокол осмотра места происшествия, либо протокол обыска выемки. А просто сказать: отдай свой телефон и забрать его, у вас сотрудники, конечно, могут. Это будет просто беспредел и грубое нарушение. Кстати, на основании все той же 51 статьи Конституции Российской Федерации вы имеете право не сообщать пароль от своего телефона и отказаться его разблокировать. Кроме брызгающих слюнями и нервно покуривающих сотрудников, которых вам придется после этого наблюдать, вам больше ничего за это не грозит. Итак, вы должны понимать, что в кабинете вас будут, скорее всего, пугать, на вас будут давить, вас будут разводить, в общем. Что если вы будете молчать, то сделаете хуже себе, что вы получите огромный срок и так далее. Но поверьте мне, на 99%, может даже на 100%, это все тупой развод. Тупое запугивание, не имеющее под собой никаких оснований. Кстати, насчет адвокатов. Как я уже сказал выше, не разговаривайте вообще ни о чем с сотрудниками до того момента, пока вы не встретились с адвокатом, которому доверяете.
Дело в том, что вам могут назначить так называемого государственного адвоката, то есть адвоката по назначению. Но верить таким адвокатам вообще не стоит. Адвокат по назначению используется в том случае, если в отношении вас возбудили уголовное дело. На своем примере могу сказать, что мне по уголовному делу, которое сейчас расследуется против меня, был назначен такой адвокат по назначению. Этот адвокат вместе со следователем по особо важным делам Главного следственного управления, Следственного комитета, пытался развести меня на явку с повинной, то есть признать вину. Причем еще было предложение сотрудничать. И, соответственно, оба они, и адвокат, и следователь, были посланы в известном всем направлении. Вот такая вот история. Еще одно важное правило. Вас могут попросить посидеть в коридоре или вывести в курилку покурить, например. А не следует разговаривать ни с кем, даже вне кабинета. Даже если это такой же, на первый взгляд, задержанный, как и вы, поскольку им может оказаться специально представленный к вам агент-стукач или же просто какой-нибудь доносчик, которых в России сейчас оказывается очень много в последнее время. Повторюсь, если вы политический активист и вас задержали оперативники, они, скорее всего, в кабинете будут на вас оказывать давление и всячески запугивать. Иными словами, просто разводить, потому что свидетельств об этом в последнее время очень много. Вы должны понимать для себя, что по политически мотивированным задержаниям вы заведомо невиновны. Но только не для силовой путинской системы. Я опять повторюсь, не переставайте давать понять сотрудникам, что их действия неправомерны, и вы будете жаловаться. Это выведет их из равновесия. Подсознательно большинство сотрудников правоохранительных органов, как я уже говорил, боятся различных проверок и без особого желания выполняют ту работу, которая направлена на срубание палок или на выполнение идиотских приказов своих начальников. Поскольку такая работа потенциально может привести к серьезному должностному нарушению. Они боятся потерять работу, они боятся получить наказание за какое-либо должностное нарушение или даже преступление. И поэтому давите на них обещаниями обратиться с жалобой в надзорный орган. Это в чем-то, может быть, вам и поможет. И еще одно самое главное правило. Никогда ни при каких обстоятельствах не признавайтесь в том, чего вы не делали. Не признавайте вину в преступлениях, которых вы не совершали. Запомните это. Поскольку слово, как говорится, не воробей, и в дальнейшем вам будет сложно отыграть назад. Зная нашу систему, это действительно так. Поэтому не стоит этого делать ни при каких обстоятельствах. Держать в отделе более 3 часов вас никто не имеет права. Но за исключением случаев, когда вас привлекают в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу. Соответственно, в этих случаях вас закрывают в изолятор временного содержания, так называемый ИВС, до решения о мере пресечения, либо избирает вам меру пресечения полномочиями следователя, например, подписку о невыезде. Если же вы не подозреваемый или не обвиняемый по уголовному делу, то есть определенные основания, предусмотренные законом о полиции и административным кодексом, по которым вас могут задержать, но не более чем на 48 часов. Но опять же, для этого нужны серьезные основания, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 27.5 административного кодекса. В данном случае это нарушение правил, связанных с установленным режимом государственной границы, с таможенными нарушениями, в случаях, если необходимо установление личности и обстоятельств совершения административного правонарушения, а также в случаях, если в отношении вас заведено административное дело, одной из мер наказания, по которому является административный арест. И в этих случаях в отношении вас должно быть обязательно заведено дело об административном правонарушении. Поэтому, как только вас задержали, требуйте зафиксировать время вашего задержания в протоколе задержания и в журнале, доставленных в дежурной части. Как правило, если за вами пришли оперативники, то протоколов о задержании они не составляют. Поэтому после доставления в отдел требуйте занести время вашего доставления в журнал дежурной части.
или иным образом потребуете зафиксировать время вашего доставления. Теперь давайте кратко обобщу все, что сказал, и кратко подведу итог. Итак, что делать при задержании? Первое. Постарайтесь включить видеокамеру или диктофон на своем телефоне. Второе. Зафиксируйте время вашего задержания. Третье. Запишите данные сотрудников, которые вас задерживают. Если они не назвали причину задержания, то выясните это. Они обязаны назвать причину задержания. И представиться, кстати. Четвертое. Не оказывайте физическое сопротивление. Пятое. Если у вас есть адвокат, сразу сообщите ему о вашем задержании. Шестое. Всячески давайте сотрудникам понять, что их действия незаконны и что вы будете жаловаться, но не быкуйте. Седьмое. Ведите себя уверенно. Восьмое. Не откровенничайте с сотрудниками и не доверяйте им. А теперь кратко о том, как вести себя в кабинете у оперативников. Первое. Воспользуйтесь статьей 51 Конституции и не отвечайте на их вопросы. Эта же статья дает вам право отказать в осмотре вашего телефона и в его разблокировке. Второе. Требуйте вашего адвоката. Не доверяйте государственному адвокату, то есть адвокату по назначению. Третье. Настаивайте на том, что ваше задержание незаконно, и вы будете жаловаться, но при этом не устраивайте скандал. Если будете, как говорится, быковать, то ни к чему хорошему это не приведет. Четвертое. Никогда не доверяйте оперативникам. Не поддавайтесь на их разводы. Красивые слова и добродушные предложения, выпить чашечку кофе или покурить — это всего лишь способ войти к вам в доверие и вывести на разговор. Пятое. Не забывайте, что вас могут записывать на диктофон или на видеокамеру, и об этом вы даже не узнаете. Шестое. Не разговаривайте в коридоре или где-то еще в помещении силовых органов с незнакомыми людьми, которые выглядят как задержанные и пытаются с вами заговорить. Они могут быть простыми агентами, стукачами, цель которых — разговорить вас и вывести на нужный разговор. Седьмое. Ни при каких обстоятельствах не признавайтесь в преступлении, которого вы не совершали. Не признавайте вину в том, что вы не совершали, в том, чего вы не делали. Это очень важно. У меня на этом все. Может, что-то я упустил, но если что, расскажу об этом в следующих видеороликах. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, кстати, ссылка в описании, на котором я публикую то, чего здесь нет. Говорю все как есть и даю свою оценку происходящим событиям и действиям как силовиков, так и официальных лиц. И как всегда, ставьте лайки к этому видео, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.